ноября 2018 года. По протоколу сперва расскажу, что мы делали из такого, что я вам могу рассказать, и видимое с нашей стороны. Естественно, очень много работы идет подкапотно, я не особо могу говорить, да, она особо и не интересна вам, там оптимизация и так далее, это нас интересует. Вот, поэтому начинаем с того, что мы сделали за прошлый период и что мы планируем на следующие несколько недель. Плюс у меня подготовлены ответы на комменты, которые вы оставляете к предыдущему видео, поэтому если у вас будут вопросы на следующий стрим Kuna Talks, то оставляйте комменты под этим видео. Второй вариант, у нас есть оперативные каналы в Телеграме, где в том числе и я участвую, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Телеграме. Вот там вы будете постоянно следить за новостями, которые от нас идут. В том числе там можно и задавать в группах вопросы, которые вот я буду вот таким образом отвечать. Так, ну что, погнали. Первое, я из себя пробую видеоблогера. Вот, поэтому хочу поблагодарить за первые 1000 подписчиков на вот канале Kuna. Поэтому спасибо, что смотрите, лайкаете, что там колокольчики нажимаете и так далее. Так, второе событие, которое сегодня интересное. Ровно 3 года назад у меня дома был обыск. Для меня это очень интересное событие, которое помогло стартануть мне в том числе и Kuna и провести успешный краудсейл 3 года назад. Поэтому привет всем силовикам. Спасибо, вы тогда мне помогли. Но не советую этот способ, кстати. Дальше. В среду мы провели празднование 10-летия публикации white paper Сатоши Накамото. И одновременно мы его совместили с Хэллоуином. Называется этот праздник у нас Сатошин. Вот, одноименный праздник мы провели у себя в хабе. Были все костюмированные, я был дьяволом, много вампиров было, у нас даже был настоящий полицейский, видимо, забыл переодеться после работы. Что мы сделали по этому поводу в онлайне? У нас была темная тема, очень многие попросили, чтобы мы ее вернули. Она у нас будет, она у нас запланированная, но только в новом дизайне, и будет переключалка, потому что не всем подходит темная тема, кто-то хочет белая. В общем, инь-янь пусть каждый выбирает, но превью мы сделали. Темная тема будет только с переключалкой. И в этот же день мы праздновали Сатошин тем, что у нас были беспроцентные торги в течение дня, вернее до 8 вечера. Дальше мы реализовали то, что вы просили, это цвет сделок в торгах исполненных. Теперь вы видите направление, то есть покупались или продавались. Вот, цвет настроения красный или синий, смотря у кого какой. Дальше API. По API что мы сделали? Первое, мы увеличили количество максимальных запросов со 120 до 600. Для 99% пользователей это ничего не значит и никак не влияет. Но тем не менее, если у вас есть торговые боты, то вам важно знать, что теперь количество запросов ограничено 600 запросов в минуту. Дальше, касательно API, я в предыдущих говорил, что мы сейчас работаем над версией 3.0 API. Для референса, что такое API 3.0, вы можете посмотреть на существующую API Bitfinex. Они ее постоянно дорабатывают. Вот мы берем, в принципе, те же методы. Это, во-первых, удобно будет разработчикам, то что им не нужно будет изучать новые методы. Они просто берут методы Bitfinex, а Bitfinex, как правило, используется практически на всех приложениях, там, трейдинговых платформах и так далее. То есть автоматом будет возможность добавить Kuna с минимальными там кодингом. Следующее. Токен Kun. Он появился на CoinMarketCap. После этого мы увидели стремительный рост. Все-таки влияет листинг на CoinMarketCap на стоимость токена и обороты. Единственную багу, которую мы сейчас наблюдаем, это то, что Circulating Supply
неправильно отображается. Сейчас тут написано 2000 кун, на самом деле это 300 тысяч монет. Мы связывались с администрацией, вот они там начинают рассказывать, что нужно, чтобы теперь эти токены были еще и на других биржах, дабы подтвердить, что это действительно 300 тысяч, ну и так далее. В общем, этот вопрос мы решим, поэтому на данный момент market cap токена кун составляет вот сейчас 24 тысячи, но, естественно, это отображается только по 2000 токенам, а не по 300 тысяч. Поэтому здесь, в принципе, наверное, все. Естественно, мы, как я уже говорил, будем расширять функционал использования токена. Как референс можно опять-таки смотреть на тот же Binance, на KuCoin. То есть это будет полноценный utility токен, который можно будет использовать для всевозможных сервисов на бирже, в том числе и оплата комиссии. Дальше. Мы после того, как увидели всплеск регистраций западных, ну не западных, вообще международных пользователей, которые за пределами Украины, значит, Kiwi, я говорил, что мы будем их добавлять, мы их уже почти добавили, я думаю, до конца недели мы увидим результат. Те, кто сильно понимает в CSS, то он уже, в принципе, может покопаться и кое-что найти интересное. Это так, наводочка. Дальше. Kuna-коды. Kuna-коды у нас тоже уже на выходе. Тестируем пока в закрытом режиме среди некоторых обменок и пользователей. Как только устраним все баги, то мы их выкладываем на продакшн и побежали. Это привлечет дополнительную ликвидность, это позволит вам выводить и заводить со сниженной комиссией, либо без комиссии. И это альтернатива в каком-то смысле банковским переводам. Следующее, о чем я хотел поговорить, это наши тесты с парами крипта-крипта. Я помню, мы с вами обсуждали, по-моему, в первом, по-моему, мы обсуждали это в выпуске этого вебинара. Давайте добавим ETH BTC пару. Вот мы ее добавили, как и ожидалось. Я ожидал, что торгов особо не будет. Я вот смотрю, что там их особо и нет. Вот, что в принципе подтверждает, что на данный момент Kuna как была все-таки площадкой для входа-выхода и торговли с фиатом, так и остается. То есть крипта для этих целей есть глобальные игроки, на которых в разы больше, в тысячи, миллионы раз больше ликвидности. Естественно, там интереснее торговать в этой паре. К чему я это говорю? Что наша стратегия по добавлению новых пар сохраняется. Поэтому мы вот сейчас Kiwi добавляем, но рублевой пары пока не будет, там будет конвертация, вы это еще увидите, мы это специально еще рассылку сделаем. Вот, и будем дальше работать над добавлением новых пар, которых нет на других биржах. Опять-таки наши планы, они не изменились. В канале Kuna есть ролик прямо на главной о нашем мероприятии в прошлом году. Называется это Stakeholders Conference. Вот там я обозначил те планы, которые есть. Их можно также посмотреть. Или нельзя пока посмотреть? Не, нельзя уже, наверное, веб-сайт, может, уже не буду. В общем, можно ролик посмотреть, который вот здесь есть на канале. Там планы эти обозначены, то, что мы выходим на все страны постсоветского пространства, плюс ближнего зарубежья. Поэтому это те валютные пары, которые мы будем добавлять. Переходим к комментам, то бишь вопросам с предыдущих вебинаров. Так, был коммент относительно моих рассуждений на тему налогового законодательства в Украине, оплате налогов и так далее. Следующий коммент. А что нельзя было в офшоре биржу зарегистрировать в безналоговом государстве? Биржу можно зарегистрировать, а всех граждан Украины и ближнего зарубежья мы не можем перевести в офшоры и сделать их налоговыми резидентами там. Плюс
наличие у вас офшора никак законодательно не снимает с вашей ответственности платить налоги здесь, если нет двойного, закона о двойном налогообложении. Но опять-таки у нас налоги базовые выше, чем во всех этих юрисдикциях, поэтому в любом случае доплачивать налоги, даже если вы там открыли Кипр себе, вам в Украине придется. От этого вы никуда не сбежите. Единственный вариант — это сбежать из страны. Не советую. Дальше. Комментарий был: только не вводите верификации, потеряете часть клиентов. Вводить верификацию до тех пор, пока мы не начнем работать с долларом и с евро и с полноценными банковскими счетами, у нас нет необходимости, поэтому вводить мы их не будем. И будем вообще стараться до последнего не вводить при всех раскладах. Дальше комментарий опять по налогам. Если происходит, я читаю, цитирую все это. Если происходят такие расклады с законами, а именно с налогами, не проще все выводить через ePayments. Есть такая платформа, зарегистрированная в Великобритании. Да, там есть своя комиссия, но в любом случае получаешь меньше и безопаснее, чем через наши банки, которые могут сделать с нашими счетами, что захотят. И я о всякого рода штрафах или, не дай бог, вообще о закрытии счета до выяснений. Да, такие риски есть. Что я могу ответить? ePayments не помешает. У меня есть ePayments, поэтому чем больше у вас возможностей и зарегистрированных там способов, тем лучше. С нашей стороны что мы делаем? Мы сейчас ведем переговоры с NetTeller, со Skrill и Advocash. Поэтому новые вводы-выводы мы будем добавлять. Это будут все фиатные вводы-выводы. И Payments посмотрим, может быть, с ребятами обсужу, тоже подумаем какую-то совместную интеграцию и так далее. Вот, в любом случае, это удобство, это скорость. То есть, если у вас есть ePayments, класс. Если у вас нет ePayments, но у вас есть гривневая карта, тоже удобно. То есть, мы не ограничиваем. Чем больше способов, тем вам удобнее и тем вы, наверное, лояльнее будете. Так, вопросы из предыдущих закончились. Переходим к вопросам здесь и сейчас, которые вот у вас пишете во время стрима. Добрий вечір. Цікавить, коли буде створена пара кун з іншими криптовалютами. Опять-таки, пока там активности безумной нет в этой паре, мы особо не видим смысла относительно других пар. Поэтому, если у вас есть идеи, к каким парам вы бы хотели торговать токен, то, пожалуйста, напишите прямо сейчас, мы посмотрим. Как только мы запустим вот полноценный utility токен функционал, то тогда, естественно, можно будет добавить как минимум к гривне и к фиатным парам, что мы явно и сделаем. Не по теме, что это за стальной чужой за правым плечом и как его получить. Это вот такой стальной чужой. Получил я его в подарок, а был он на iForum в этом году. Вот. Но так как это подарок мне, то вам я его без обид, но не подарю. Может быть, на iForum, который будет вот в 2019 году, там будет еще один такой. Так. Полистин Кун. Когда to the moon? Сегодня Кун дампанули нехило. Это уже разряд финансовых советов, которые я не даю. Тем более по токену Кун, где я являюсь непосредственным заинтересованным лицом. Напомню, что если бы мы с вами находились в США, а у США очень длинные руки, и рано или поздно они приходят везде, поэтому я вам не советую давать финансовые советы, и советы по относительно токена Кун я вам тоже не буду давать, потому что это будет уже инсайдерская информация. Вот, поэтому не знаю, и даже если бы знал, вам ничего не сказал, ничего личного. Дальше. Если честно, не совсем понимаю. DCNT, Куна, токен всего 1 000 000. Суммарное количество токенов, да, всего 1 000
Из них в общем доступе есть 300 тысяч. Опять-таки, если вы посмотрите видео, которое вот на канале Куна с прошлого года, где мы проводили стейкхолдер конференц, я там рассказывал вот по токеномике и так далее. То есть, да, миллион, но в обороте есть всего 300 тысяч. Куна токен ракета, эмиссия маленькая, но это уже комментарий. Так, значит, ответ на вопрос, к чему бы мы хотели торговать токен Кун. Гривна удобно. Окей, рассмотрим, но чуть-чуть попозже. Сейчас это не есть, наверное, самая приоритетная задача. Так, и, наверное, последний вопрос. Чи довго ще чекати виход додатку під Android? Долго ли ждать еще приложение под Android и iOS? Технический директор. Сроки? В этом году будет. Технический директор говорит, что в этом году будет. До конца года, напомню, осталось немного, поэтому да. А мы бета какое-то тестирование закрытое можем делать? Это не будет бета-тестирование. О, до конца года будет закрытое бета-тестирование, поэтому... Открытое бета-тестирование? Открытое даже бета-тестирование будет, да, поэтому как только, так сразу будем добавлять. Так, есть у нас еще вопросы? Когда планируете годовой отчет? Очень хороший вопрос. Отвечу следующим образом. Как выяснилось, после того, как я уже занялся биржей, что подсчитывать прибыль, убытки, P&L биржи не есть самая простая задача. В базовом функционале биржи, который мы изначально взяли, этой функции вообще не было. Поэтому что мы решили? У нас есть сайт-продукт, называется он CryptoPNL. Сейчас мы запостим, и этот будет линк в описании. Это наш совместный продукт с партнерами, который призван по API вытаскивать всевозможные сделки и автоматом считать доходы, расходы, ну и вообще прибыльность любого проекта. Поэтому мы сейчас находимся на стадии тестирования этого продукта. Вот, как только мы его нормально проинтегрируем, мы сможем полноценно считать доходы, расходы, ну и, соответственно, готовить какие-то годовые отчеты. Пока что максимум, что мы видим, это из месяца в месяц там, операционную, но опять-таки без каких-либо деталей, сколько мы заработали там на определенных токенах с учетом их цены тогда, сейчас и так далее. То есть пока что это очень трудоемкий вопрос, и мы его особо не трогаем. Так, что у нас еще с вопросом? Есть еще вопросы? Нет, ребята? Так, вопросов есть еще последние. Почему открытое тестирование, пускай держатели Кун будут первыми? Хорошо, хорошо, так и сделаем тогда. Как только что-то можно будет тестировать, держателей Кун по имейлу мы вас оповестим, потому что это единственный способ, как мы можем проверить, у вас есть токены или нет. Больше 100 давай. Поэтому сейчас все, да? Нет? Еще один вопрос мне говорят. Сейчас, секундочку, смотрим, что там. Почему не добавляете новые валюты, ADA, NEO и так далее? Уже вкратце рассказал, что стратегия на сейчас это не новые валюты, а новые фиатные вводы и выводы. Вот они дадут колоссальный толчок. Добавить ADA не есть проблема. Мы можем добавить эту ADA. Другое дело то, что пара будет достаточно мертвая, потому что нет ликвида со стороны фиата. Поэтому как только будет много фиата, то тогда уже может быть и много крипты. Вот, к сожалению, мы пришли к этому эмпирическим путем, поэтому пока не обещаю, что мы будем добавлять что это. Любую новую криптовалюту. Опять-таки мы вам обещаем приложение, вы его ждете, новый дизайн, переключалка темный, светлый, а все это серьезная задача, которая требует постоянного вовлечения. Если мы сейчас остановим это все и переключимся на добавление новых пар, то тогда, естественно, вы в этом году уже не увидите ни дизайна, ни мобильных приложений и так далее. Поэтому, сори, но до Нового года новых пар не стоит ожидать. Так,
еще появились вопросы. Окей, когда собираетесь, как собираетесь увеличивать ликвидность? Будет ли маркетмейкер работать? Ликвидность увеличивать будем двумя способами. Первое, мы сейчас активно работаем с онлайн-обменками. Их основное требование было куна-коды. Вот куна-коды мы сейчас реализовываем. Соответственно, мы привлечем обменки. Обменки придут сразу с ликвидом. Вслед за обменками потянутся новые пользователи. Новые пользователи равно дополнительный ликвид. Поэтому вот таким образом будем прокачивать ликвидность. Что касается маркетмейкера, то да, но ему нужно работать хоть с чем-то. Пока что у нас самая наполненная пара это только биткоин гривна и этериум гривна. Вот их еще нужно раскачать, потому что там еще недостаточно ликвидности для того, чтобы привлекать маркетмейкера. Но, тем не менее, кастинги проводим, смотрим, кто может толково работать, поэтому этим вопросом тоже занимаемся. Следующий вопрос. Когда дополнительные функции на сайте будут, как на Binance? Уже ответил. К концу года увидите новые функции. Как часто будут стримы? Сказать, что у нас есть такой жесткий график, нет. Про стримы я провожу, как правило, чтобы в 2-3 недели, чтобы накопились какие-то новости существенные, плюс анонсы будущих событий. Вот где-то раз в 2-3 недели по понедельникам в 8 вечера мы их проводим. Можно ли Еврос вывести напрямую на карту евро? Пока нет, вам нужно вывести Еврос на Экзанте, на брокера, который имитирует Евросы, а он уже выведет вам на карточку, на банковский счет. Это уже ваши прихоти, куда вы хотите получить свои евро. Дальше вопрос. Так, это не вопрос, это уже просто ставим лайки над нашей любимой биржей Куна. Спасибо. Так, что, господа, не буду дальше затягивать. Понедельник вечер, много еще интересного. Ребята работают, мне еще тоже нужно к ним подключиться. Подписываемся на канал YouTube, на Telegram. Ставим лайки, шеры, колокольчики. Не сильно я веб-блогер, конечно, но учусь. Всем спасибо. Тогда, я думаю, недели через 2-3 еще увидимся и услышимся. Пишем комменты к этому видео. Я обязательно отвечу на все вопросы. Спасибо. Остановись.